Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 29 декабря. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. В шаббат из северной части сектора Газа по району Иерусалима были запущены 2 ракеты дальнего радиуса действия. Во время атаки в Бет-Шемеше и многочисленных близлежащих городах, а также в нескольких общинах вблизи Газы звучала сирена «Цева Адом». Сообщения о пострадавших не поступало. Напомню, что по мере развития войны залпы ракетами дальнего радиуса действия из Газы стали редкими, поскольку возможности Хамас по запуску ракет серьезно ограничены наземным наступлением армии обороны Израиля. Новости на Радио Мария. 5 демонстрантов, протестовавших за освобождение заложников, были арестованы возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу рано утром в субботу в Иерусалиме. Сообщается, что протестующие своим криком разбудили в 6 утра полрайона. В протесте же принимали участие около 20 человек. Они кричали через громкоговорители премьер-министру, цитирую, «Заложники страдают в туннелях Хамас зимой, холодные и больные, в то время как он сам, премьер-министр, скрывается в своем защищенном доме». Конец цитаты. Они также скандировали, что его жена Сара Нетаньягу находится под следствием полиции, а его сын уклоняется от службы в резерве во время войны, проживая в Майами. «Все приближается к вам, мы народ не забудем и не простим», – кричали участники протеста. Протестующие разошлись примерно через 20 минут после начала, но когда они уходили, нескольких из них остановила полиция, задержала для допроса в ближайшем полицейском участке. По словам стражи порядка, протестующих задержали за нарушение ограничений по шуму. Как от крика в 6 утра проснулась полрайона Иерусалима, давайте посмотрим видеоверсию наших новостей на YouTube-канале Радио Мария. Смотрите уже сейчас видеоверсию на нашем YouTube-канале. אתה בסך הכל בוגד וגנב והורס את המדינה. תתבייש לך! 28 декабря семьи заложников и их сторонники провели 2 отдельных митинга в Тель-Авиве, требуя освобождения своих близких. Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера, просит толпу закрыть глаза. Цитирую: «У меня был сон. У меня был сон, что мой сын и 99 других заложников возвращаются к нам. Я вижу, как премьер-министр подписывает соглашение о возвращении домой всех заложников», продолжает Эйнав Зангаукер. «Теперь же я прошу вас, откройте глаза, не закрывайте глаза, откройте их пошире. Наш премьер-министр не хочет возвращать заложников и заканчивать войну». Это была цитата. Тысячная аудитория взрывается свистом и криком. Заканчивая свою речь, Зангаукер скандирует: «Нетаньягу не забудет, история не простит». Главные новости Израиля. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу опровергает сообщение, которое появилось в эфире 12-го телеканала израильского телевидения в выпуске «Хадашот». В материале канала сообщалось, что Израиль и Хамас якобы могут договориться об ограниченной сделке по освобождению заложников в качестве жеста доброй воли перед началом 2-го срока избранного президента США Дональда Трампа. Якобы обе стороны заинтересованы в заключении более мелкой сделки к инаугурации Трампа 20 января. В материале не сообщаются дополнительные подробности предполагаемой сделки, поскольку утверждается, что они не были одобрены для публикации. Ну и вот реакция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу на материал 12-го телеканала. В кратком заявлении премьер-министр называет материал 12-го телеканала, цитирую, «полной ложью». Конец цитаты.
Армия обороны Израиля опубликовала кадры из туннеля, принадлежащего элитному подразделению террористов Хезболла «Радван», который был недавно обнаружен и разрушен на юге Ливана. Военные говорят, что 100-метровый подземный ход использовался Хезболлой для хранения большого количества оружия, средств наблюдения и другого военного снаряжения. Туннель также вел и к командному центру Хезболлы, где, по словам армии обороны Израиля, были обнаружены ракетные установки, которые использовались в предыдущих атаках на еврейское государство. После того, как туннель был очищен от угроз и обследован, саперы разрушили его. Напомню, что армия обороны Израиля по-прежнему дислоцируется на юге Ливана и должна вывести войска до конца января в соответствии с соглашением о прекращении огня. Израильская служба новостей продолжает свою работу. Напомню, что вернулся наш официальный телеграм-канал. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Подпишитесь уже сейчас. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. А мы продолжаем наш выпуск. Новости на радио Нария. Адвокат Сары Нетаньягу направил письмо юридическому советнику правительства Гали Барав-Миаре, в котором предупредил не начинать расследование утверждений о том, что якобы жена премьер-министра пыталась запугать свидетелей, а также вмешаться в дело о коррупции против ее мужа. Напомню, что на прошлой неделе Барав-Миара приказала полиции начать расследование против Сары Нетаньягу, которая якобы раскрыла государственную тайну своим знакомым. Адвокат Сары Нетаньягу говорит, что юрлица действуют против его клиента по личным причинам и что начало расследования будет незаконным. Мы являемся свидетелями того, что юридический советник правительства Гали Барав-Миара решила действовать по личным и политическим причинам, а не в соответствии с законом. Они используют закон в политических целях, что полностью противоречит основам демократии. Об этом говорит адвокат Сары Нетаньягу. Ну и главная тема выпуска. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу был экстренно госпитализирован. Сегодня в одной из больниц центра Израиля ему предстоит операция на простате. Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра. Напомню, что еще в прошлую среду Нетаньягу прошел обследование в Иерусалиме, где врачи обнаружили у него инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественным увеличением предстательной железы. Премьер-министр сообщил, что с момента обнаружения инфекции он принимал антибиотики, которые успешно вылечили инфекцию, но операция все равно необходима. Несмотря на это, в офисе Нетаньягу говорят, что сегодня все-таки состоится заседание Кабинета министров. Радио Нария желает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу здоровья. Напомню, что Биньямин Нетаньягу – солдат, дипломат и премьер-министр государства Израиль. Родился в Тель-Авиве в 1949 году, вырос в Иерусалиме. Юные годы он провел в Соединенных Штатах, где его отец, известный историк, преподавал еврейскую историю. Вернувшись в Израиль в 1967 году для службы в армии, Нетаньягу пошел добровольцем в элитное подразделение ЦААля, а также принимал участие в ряде военных операций. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Подразделение по расследованию тяжких преступлений начало расследование в связи с фальшивыми сообщениями, в которых было сказано, что якобы юридический советник правительства Гали Барав-Миара скончалась, а также о том, что и скончался лидер оппозиции, лидер Еш Атид Яир Лапид. Полиция подозревает, что объявления были размещены в качестве подстрекательства против юрсоветника правительства и лидера оппозиции. В ответ на эти сообщения Лапид заявил, что он уверен в том, что вскоре появится, цитирую, 4-минутное видео с шокирующим осуждением, в котором Нетаньягу осуждает это явное подстрекательство к ликвидации Гали Барав-Миары и лидера оппозиции, сказал Яир Лапид. Вы часто пишете нам в комментариях и в письмах на почту Радио Нария, что с делом сына юридического советника правительства Гали Барав-Миары, который украл бронежилет у сослуживца. Бронежилет был лично куплен военным за границей.
По сообщению 14-го телеканала израильского телевидения, лучшие адвокаты страны, цитирую, замяли дело о краже военного снаряжения сыном юридического советника правительства Гали Барав Миары. Добавлю, что пострадавший резервист специально для службы привез с собой из-за границы дорогостоящее снаряжение. Сам же он проживал не в Израиле, но, услышав о призыве в резервы, приехал защищать свою страну, где был обворован сыном Гали Барав Миары. На записи 14-го телеканала, которую мы уже показывали, видно, как сын Миары украл бронежилет. Несмотря на видеозапись, подтверждающую кражу, сына Миары не привлекли к военному суду. В деле участвовал командир батальона и некий адвокат из крупной юридической фирмы, который попытался урегулировать вопрос тихо и быстро. Женщину в шаббат спасли в Хадере, где были сильные зимние дожди, которые вызвали затопление улиц в нескольких районах. Пожарно-спасательная служба рассказывает, что служба использовала лодку, чтобы спасти 51-летнюю женщину, которая оказалась в ловушке при попытке перейти затопленный перекресток. Пострадавшую передали парамедикам Маген-Давид-Адом для дальнейшего обследования. Новости на радио Нария. Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает цензура YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах или же найдите в поиске в Telegram «Радио Нария» латинскими буквами. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Радио Нария нужна ваша поддержка. Напомню, что 80% наших зрителей видеоверсию новостей на YouTube-канале Радио Нария смотрят без подписки. Для поддержки нашей радиостанции нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео вам не понравилось. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, 30 декабря, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.